предоставить слово Крису Роману, Бельгия, организация Euro-Rus. Okay, now the word goes to Chris Norman, from Belgium, the organization Euro-Rus. So greetings to everyone. Я буду говорить о иммиграции. I'm going to speak about migration. Конечно, мой доклад был побольше, потому что мы хотим проиграть, to win time, потому что мы хотим проиграть время, я буду говорить короче. I have a very large report, but I will try to make it short because we don't want to waste all of our time on me, okay? So. В 2009 году In 2009, я уже писал статью. I wrote an article. Европейский Союз хочет импортировать 60 миллионов иммигрантов. I wrote an article which was headlined, "The European Union plans to import 60 million refugees, 60 million migrants." Это значит, это 7 лет назад. I wrote it 7 years ago. У нас есть нашествие иммигрантов, сколько времени, год, 2 года, да? So for 2 years, we have a flood of migrants. Suddenly it grew several times. И я думаю, что эта статья это была форма как по-русски prediction. So my предсказание. Да, предсказание, да, это как предсказание. I think that I made a pretty good prediction 7 years ago. И я там писал, что Европейский Союз создал в Мали, офис. In Mali, Mali, страна Мали, да? So I wrote that the EU created an office in Mali, that African country. И это European African Partnership. They called it the European African Partnership. И они сказали, они там решили, Европа и Африка, что Европа должна импортировать 60 миллионов черных. So it was decided there that Europe should import 60 million Africans. Официально, потому что у нас больше нет детей. That was official. The reason was, as the reason they cited the fact that childbirth was falling. Да, и я вижу там систему. Первый пункт. Европа везде стимулирует аборт и феминизм. So I noticed the following pattern. Europe, everywhere on its territory, stimulates abortion and feminism, aggressive feminism. Чтобы у нас меньше и меньше детей. So that we have less and less children. Европа атаковала уже давно идея семья. Europe is fighting traditional family on its territory. И оборот, они решают, окей, нам надо импортировать других, потому что у нас нет детей. So it looks pretty logical that you should import foreigners if you don't have your own children. So, сейчас это был моя introduction. So it was just my brief introduction. Сейчас я говорю мой доклад. Если это немножко нелогично, это потому что я удалил несколько частей. Excuse me if I sound sometimes illogical, because I just had to throw out several это не потому что я to save time. Окей, хорошо. С некоторых пор мы живем в мире, который состоит из мультикультурных и многонациональных государств. We live in the world which consists of multinational and multicultural states. Все факты подтверждают, что в ближайшие десятилетия иммиграция еще больше ведет на первый план. I will do a running translation. Я буду делать тогда синхронный перевод, потому что передо мной лежит текст. So all facts show that in the next few decades immigration will become more and more important. Сегодняшняя Европа сталкивается с настоящим нашествием и обратной колонизацией a kind of reverse colonization from the south. Но сначала я хотел, конечно, говорить что-то о геополитике иммиграции. So I will first speak about the geopolitics of migration. В принципе и так далее, но это буду внутри текста, что вы можете читать попозже.
на сайте и так далее. So the full text you will read later on the site. Конечно, и для господин переводчик, дальше это мировая картина миграции. The big picture of migration, if you don't mind. Окей. Секундочку, да. Окей. Несколько лет назад ООН установила, что количество мигрантов составило около 200 миллионов. Just recently, UN cited 200 million as the general number of migrants. Это примерно 3,3% населения Земли. It is about 3.3% of the Earth's population. В 1980 году было всего лишь 100 миллионов In мигрантов. 1980, there were just 100 million migrants. Таким образом, за 25 лет количество мигрантов удвоилось. So in 25 years, the number of migrants doubled. К 2030 году ООН прогнозирует 400 миллионов мигрантов по всему миру. By 2030, UN, their prediction is that there would be 400 million migrants all over the world. На общем собрании ООН в мае 2006 года At the UN General Assembly in May было 2006, заявлено, it что was announced that глобализация, globalization, прогресс the progress всех of транспорта и transportation, телекоммуникаций would приведет lead to growth к of the number of увеличению people числа who людей, move to other places. желающих переехать на новое место жительства. Yeah, I already translated. I am giving a running translation, so don't worry, just keep saying, keep talking. Yes. Окей, хорошо. Сегодня мы видим, что Европа выходит на первое место Europe is в качестве пункта The назначения. first, the most important destination for the В migrants. обычные времена Союза приезжают и обустраиваются около 3 миллионов иностранцев. So in peaceful times, you have about 3 million foreigners coming to Сегодня Europe. в рамках Today, in организованной the массовой conditions миграции of organized mass мало migration, кто может себе представить реальные масштабы. few people can imagine Только the в real Северной scale of Африке migration. эта цифра составляет Only 1,2 from North миллиона человек в Africa, год. the number of migrants is now 1.2 million a Начиная year. с Starting from 1990 1990, года Европа впервые за всю историю has been принимает taking больше more мигрантов, migrants than чем the United States Америка and и Canada Канада. for the first time in history. Самой большой силой, стимулирующей потоки мигрантов в Европе и Америке, Strongest stimulant for the является migration to Europe. нелегальная иммиграция, регуляризация. It was the biggest stimulus is regularization of illegal Которая migration. заранее решает, кто имеет право на въезд, а кто нет, справляется с миграционными потоками гораздо лучше. Countries which have the opportunity to decide who fits the migration criteria and who doesn't, these countries have much better opportunities to Под stem the migration регуляризацией flows. мы понимаем массовое организованное государством урегулирование положения нелегальных иммигрантов. So by regularization we mean a situation when the state en masse, so to speak, regularizes, legalizes the millions of people Там, who have come где to the country. государство в дело и не в дело проводит регуляризации, оно сталкивается также с таким явлением, как воссоединение семей. One of the biggest engines of migration is the reunification of families. Некоторые утверждают, что каждый иммигрант со временем приводит в страну еще 7 иммигрантов. There are some statistics showing that some of the migrants bring at least 7 family members with them. Идея возможной регуляризации подталкивает многих срываться со своих мест и отправляться в опасное путешествие в Европу. Regularization has become a powerful engine for migration, which pushes people to leave their countries and go on very perilous journey to Так Europe. почему же капиталистический Запад
стремится привлечь эти миграционные потоки. So why does capitalist West, why is it trying to attract these migration flows? Нелегальный статус иммигранта чаще всего смотрят сквозь пальцы, поскольку нелегала можно очень дешево заставить работать. Migrants can be forced to work for a very small pay. Есть одна форма регуляризации – раздача почти бесплатных паспортов. The other form of regularization is passportization, when people are given Это, например, passports. наша ситуация в Бельгии. This is our situation in Belgium. Мы можем купить в магазине Coca-Cola и в ратуше бельгийский паспорт. You can buy a passport in a Rathaus, you know, in the mairie of the city. Другой пункт. За последние 20 лет слово «граница» перешло в отрицательную категорию. In the last few years, the word borders became a sort of a negative word. Количество сторонников Европы без границ еще никогда не было таким высоким. The number of people who proclaim the slogan "Europe without borders," that number has never been as high as now. Весь мир одна большая деревня. These people say, "Oh, the world is just one global village." Утверждают они. But even in a global village, yes, a baker doesn't sleep in the bed of a butcher, but that happens now. Впрочем, возможно, то даже в большой деревне булочник не ночует в постели мясника. Да. Мы убеждаемся, что в результате практического отказа от контроля за внешними границами Евросоюза страны потеряли контроль над миграционными потоками. Нелегал, прибывший морем в Грецию, может бесконтрольно проехать через всю Европу до самой Скандинавии. А что они перевозят в своих чемодан, это предмет другого осуждения, но тем не туризм. The problem is that some of these people in their suitcases bring a very destructive thing, and that name terrorism. Границы защищают страны и народы от наплыва нелегальной иммиграции и частично от замены коренного населения чужаками от иностранного вмешательства. Нынешняя массовая иммиграция в Европе выявила все слабые моменты Шенгенского соглашения. И это соглашение еще больше привлекает мигрантов, потому что нелегальные знают, что едва попав в Европу, они сами могут выбирать, где запрашивать себя документы на жительство. С одной только временной бумажкой они могут устройство во многих странах. Документ, выдачный в Греции, приводит к тому, что мы в Бельгии должны терпеть на своей территории временных переселенцев. Географические границы заменяются границами юридическими. По сути, это мертвому припарке. Каждый нормальный, мыслящий человек понимает, что сначала нужно удалить причины проблемы, а потом уже бороться с ее последствиями. Европа поступает как раз наоборот. Вместо того, чтобы перекрыть въезд на внешних границах, Европа с легкостью
впускает массы нелегальных к себе, а That's потом illegal некоторых migrants into отправляет itself and обратно. then pushes them out, you know. А поскольку многие изучают And неизвестность, since many of the people just условия disappear, виселька нелегальных становятся невозможной. massive expulsion of С migrants какими becomes impossible. трудностями сталкиваются So, борцы с what are the нелегальной иммиграцией? difficulties which the fighters against illegal migration Нелегально face? надо в первую очередь First, найти. you must find the illegal migrant. Если его найти, If то you find отказывается, it что will он живет здесь уже давно. That he has been living Имеет here for жену, many years, детей. that he has a wife and children. Дети хотят в школу, His children go to school. They интегрировались got integrated в into the local местное community. общество. So this fascist, politically correct, Фашистский, политически корректный западный Western образ style of thinking, мышления it made a сделал taboo out табу of the very из word понятной border. You know, when границы. you talk about borders, you are Тот же talking about самый taboo matters. фашистский, политически корректный So образ the same fascist, politically превратил correct в thinking висельки has нелегалов. made Особенно, illegal когда это expulsion касается of детей. illegal migrants an even Это bigger еще taboo. больше You табу. cannot speak about their massive expulsion. Здесь виновны So оба both стороны. sides are to blame for this. И иммигрант, который знает, что он нарушает The закон, immigrant who knows that he нелегально breaks the law but still проникая в enters страну. the country illegally, he is to blame. И государство, And the которое state, слишком мягко which действует is too против soft on нелегальных illegal иммигрантов, migrants, и таким and which образом in this way helps to потакает break the law, нарушению закона. the state also is to blame. Иммиграция хорошо поддается контролю только тогда, когда внешние границы тщательно охраняются. You can only control illegal migration when your outer borders are controlled. Нахождение внутри When страны жестко illegal пресекается. settlement inside the country is stopped. Как минимум, необходима мягкая политика pushback. At least you need some kind of soft policy of pushback. Когда все прибывающие к рейсам Евросоюза, лодки, корабли, машины, автобусы отправляются обратно в пункт их отправления, включая проявление агрессии со стороны нелегальных мигрантов, может перейти к более жесткой политике. Pushdown. Ultimately, we may pass to some stricter policy against illegal migration. Pushdown, да? То есть физическому уничтожению. You know, the situation is so bad that it can lead to the much tougher policy of push-down. Восстановить охрану и таможенный контроль на внутренних границах Евросоюза, как это было раньше, сейчас не представляется возможным. Unfortunately, it doesn't seem possible to re-establish the old border patrols and customs controls on the inner borders of the Можно European Union. ввести гибкий контроль на дорогах мобильными группами полиции. What you can do is a sort of a flexible control on the roads by mobile police. Можно задаться вопросом, сможет ли Европа справиться с So массовой the question иммиграцией? is, can Europe deal with the mass migration? Евросоюз – это экономический European Union проект, is an economic project созданный в which угоду was высшему created классу богаче. in the interest of a small class of the rich people. Евросоюз поступает так, как ему велит крупный Is мировой acting капитал. on the orders of large international financial А capital. крупному капиталу нужен And ввоз big capital дешевой needs cheap рабочей labor. Big рабской capital силы. loves cheap labor. 1% импорта означает снижение меньше зарплаты на 1,2%. You know, if you can lower the wages by 1.2% by increasing the Чем number of больше migrants by дешевых 1%. рабов, чем ниже оплата труда. Cheap slaves you have, Тем проще the разрушить lower the социальную wages. систему под предлогом, что содержать ее не все равно не состояние. So that you know, the capitalists may destroy the social system in Europe, saying that we simply can't sustain it. You know, we can't sustain it for all Иммиграция the – money. это оружие капитализма для Immigration is a weapon of принуждения capitalism народов. in subjugation of nations. Иммиграция делает несчастными всех. Immigration makes everyone unhappy. The Иммигрант несчастлив immigrants are на unhappy in the Западе, West.
because they live in a culturally alien society. Из-за They don't больших, like. да, из-за больших культуры разные. And they- Извините секунду, потому что я жил в Брюсселе. I Там live много in мигрантов, Brussels. и извините, я так видел, как даже мигранты, они несчастливы. I saw the migrants living in Brussels, and they're not happy people. They're absolutely Это, да, unhappy. и мы тоже нет, конечно. Коренной житель несчастлив, потому что And образ the его indigenous population улицы, of Europe is его города unhappy neither, меняется because- слишком разительно. Because they feel like that their streets, their cities are changed without their consent. И я хочу добавить текстом, я спросил раньше, потому что я жил в Брюсселе, и что я вижу? Это факт, расизм будет каждый раз больше и больше. Больше мигранты в улице, значит, больше расизм у нас, и даже у них тоже. I see more racism in Belgium because there are more migrants, and there are sometimes more racism on the part of the И migrants. однажды я спросил, I once asked them, кто от вас расист против эскимо? who of you is racist against the Eskimos? You know, Против the эскимо, ну Indians? почему? Я не расист, они хорошие люди. Почему? Потому что на улице эскимо нет. So I asked them, so who of you hates the Eskimos? They said no one, because they're good people, they live so far away. And I said, you don't hate them because they don't live here. И я скажу открыто, что иммиграция это нормально. So immigration is normal, but when you have mass migration, it's, Да, это ненормально. It's not Потому normal. что я думаю, если слишком много, это каждый раз плохо. if you have too Слишком many много. migrants, it is bad for everyone. Потому что результат расизм растет, The result is that the growth of и racism, мы знаем, что Уолл-стрит использует лозунг «Divide et impera». and the Wall Street uses the old tactics of divide et impera. You divide and then you rule. Если народ не вместе, не соединится, If people are not united, if they are not liaised with each other, что я вижу? Это мужчина против женщин, феминизм, например. so I Это see how the Wall Street is trying to divide people. It's like women against men, aggressive feminismus. да. Например, иммигранты против нас, и наоборот. Migrants against the indigenous population of Europe, and vice versa. Детей против родителей. Children against parents. Это значит, что мы больше и больше будем индивидуальные люди. So what is the result of all of these artificially created confrontations? That we will not be able to defend ourselves. We will be divided. Women divided from men, children from parents. Это значит, что этот импорт много иммигрантов, So this кто-то это хочет. idea of mass migration into Europe, someone wants it. И я скажу, капитализм хочет это. And if you ask me who wants it, I'll tell you, capitalism wants Потому it. что, я повторяю, divide et impera, мы больше не вместе. Because divide et impera, we are not Наша no longer наша together. зарплата меньше, Our wages are going down. рабства больше. There is more slavery. Я знаю, черные люди в Брюсселе, они работают 3 евро в час. I know some На Западе это black ужас, people да? in Brussels Это рабство. who work for 3 euros an Это hour. плохо. By European standards, this is slavery. This is very bad. И, конечно, и результат это, что Уолл-стрит все доминирует. And the result is super profits for Wall Street and their continued domination. Because только один момент, когда мы можем победить против война против Уолл-стрита. So there is only one way we can win in this war with Wall Street. Это если народ соединится. It's when people get together. Ага. Я продолжал здесь, конце. Раньше африканцы не хотели ехать в Европу, Before, Africans did not want to go to Europe because потому they were что happy in their были countries. счастливы в своей стране. Now, yeah, you can continue. I will be giving a running translation. Сейчас Now Африка Africa is разрушена. destroyed. And this is the fault of big capital. I have text. Сейчас Африка разрушена. Yeah, it's destroyed. Africa is И во destroyed. многом это вина крупного капитала и международных корпораций. Africa was destroyed by big capital and international corporations. Массовая иммиграция в целом приводит к расизму. Mass да, как я migration сказал. leads to racism. Все Everyone ненавидят всех. hates everyone.
Короче, это политика типа разделяй In и short, властвуй. this is the policy of the type divide et Чего? impera. И Something that добиваются Wall Wall Street, Street, Bilderberg, Bilderberg Club, and крупный other капитал и organizations of международные big capitals корпорации. want. Массовая иммиграция Mass выгодна migration только is good капиталистам only for и capitalists. либералам, And it is also good for она liberals. еще больше обогащает. Who get richer on mass И migration. моя последняя фраза хочу сказать, если мы хотим решить наши проблемы, да, отправь капитализм за свалку истории. So my final phrase, if we want to resolve our problems, let's send capitalism to the dustbin of history. Спасибо, Крис. Очень приятно, что во всех выступлениях, которые здесь были, и в вашем, именно не просто мы обсуждаем какие-то It's very остаточные... pleasant that we are discussing not just some abstract problems. Да, мы смотрим вглубь, как раз We are действительно looking into the depths of things. рабочую рабскую силу, They фактически also рабскую силу. profit from the import of slavery labor. И в 90-е годы мы как раз получили вот сюда приток массовой миграции, незаконной. In the 90s, we also had a massive migration flow, a lot of illegal Которая, с migrants. моей точки зрения, тоже была скоординирована, организована и поддерживалась крупным In капиталом. my opinion, it was a coordinated action, also organized and supported by large capital. Но,